Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне OnePlus Nord 4, насколько он хорош, чем его едят и почему стоит его или не стоит покупать. Разумеется, для интереса я сравню его со смартфоном Xiaomi 14T. Почему? Потому что они одинаковой ценовой категории и они оба не являются субфлагманами. Что хорошего в Nord 4? Разумеется, для меня это прямой экран. Разумеется, для кого-то это будет IP65, хотя все довольно скромно. Супер быстрая зарядка. За 30 минут вы его спокойно зарядите. Помимо этого, съемка в 4К 60 FPS. Помимо этого, у него довольно мощный процессор, притом новый. Если говорить про прошивку, вы прекрасно знаете, что Palace это прям вау на их кислороде, глобалка, все бенды, но моментов, где но, у него просто миллиард, начиная от съемки и заканчивая играми. Я его купил на Алихе, вот как он мне пришел, вам рассказываю. Напоминаю, что когда летал в Куала-Лумпур, я на него почти час снимал ролик из разряда путешествия, так же как на 7 смартфонов, допустим, на GT6 китайский тоже. И единственное, чем мы должны сегодня с вами разобраться, стоит ли его приобретать или что-то в те же деньги, потому что даже у того же концерна BBK Realme GT6 китайской версии стоит так же. У Xiaomi 14T 17 числа начнется сейл. Скорее всего, будет либо так же, либо дешевле, а если здесь еще и докупать зарядник, то уж тем более. В общем, все обсудим. Разумеется, будет еще обзор одним кадром на канале Польза Лайв, где я буду рассказывать о смартфоне одним кадром. В описании добавлю ссылку на обзор, где я снимал Куала-Лумпур в течение часа на этот смартфон. Опять же, там нарезка. Напоминаю, что все мои ролики в 4К 60 FPS, потому что вот это дело снимают в 4К 60 FPS. В противном случае вы просто не увидите, как может снимать смартфон. Все исходники в моей личной телеге. Подписывайтесь на канал с колоколом, смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой коробке, выполненной из плотного картона с надписью и логотипом компании. В комплект у нас входит краткое руководство пользователя, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, мягкий силиконовый чехол, фирменные кабели с зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. А вот карту памяти стандартно запихать сюда нет возможности, за что отдельный минус, как и за то, что в комплекте нет адаптера питания, а он вообще не дешевый с кабелем. Я его, конечно же, купил, но это чуть-чуть другая история, когда тебе нужно докидывать 30-50 долларов. Габариты Nord 4 составляют 163 на 76 на 8 мм без блока камер, а вес 200 граммов. Но по поводу зарядок хочу еще отметить такой немаловажный момент, что обычно, когда OnePlus видят, что у них все плохо с продажами, они добавляют туда как раз зарядник отдельно. В принципе, как иногда делали Xiaomi на разных маркетплейсах, я думаю, вы помните. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Приходить на стримы не обязательно. Плюс я еще разыгрываю iPhone 16 на Новый год. Условия в ролике по ссылке в описании. Поставляется OnePlus Nord 4 в серой, зеленой и черной расцветке. Притом ценник обычно отличается. Я взял самый дешевый. Дизайн интересный, но мне лично дизайн третьей линейки Nord импонирует значительно больше. Плюс за то, что Nord 4 корпус выполнен из авиационного алюминия, да и в целом качество материалов хорошее. Разумеется, под великолепные и ужасные антенны у нас очень много различного рода вставок пластиковых, и поэтому у меня он конкретно ловил везде нормально. Собрана модель достойно, по эргономике без особых вопросов. В одной руке смартфон держать комфортно, грани прямые, из рук смартфон, к сожалению, у меня даже после айфона чуть-чуть выскальзывает, потому что он скользкий. И да, вы можете сказать, что вы будете носить его без чехла, но помните, что это металл, та-да-дам, мороз, вы сами понимаете, что может произойти. Далее, на корпусе расположили экопорт, кнопку питания, качели регулировки громкости, микрофона, разъем USB Type-C OTG версии 2.0 и даже механический переключатель режимов звучания, за что огромный плюс. Я к ним привык, мне это удобно, и пусть это не субфлагман, но все равно круто. Мини-джека нет, для вывода звука используются 2 стереодинамика и 1 разговорный, но перекос по громкости между динамиками есть, там есть настройки, но вот в стоке так. Качество звука хорошее, ко всему в настройках можно найти некоторые функции для персонализации звука, что удобно, но кастомного эквалайзера нету. Вибромотор с поддержкой технологии O-Haptics качественный, но помним, что он качественный в эти деньги. У OnePlus бывает
бывает и получше. Здесь такое ощущение, что либо что-то недоработали, либо из металлического корпуса ощущения чуть другие. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Экран плоский, рамки негромадные и вырез под фронтальную камеру небольшой. Плотность пикселей субфлагманская 450 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3 и sRGB матрица 10-битная, соотношение сторон 20,1 к 9, соотношение экрана к корпусу 93,5%. Есть поддержка HDR10+, а частота обновления экрана до 120 Гц. Экран не поддерживает LTPO, и частота может регулироваться от 60 Гц до 120 Гц. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Удобно, что экран поддерживает технологию Aqua Touch для корректного отклика сенсора даже в случаях попадания воды на экран. Экран по заявлению производителя на пике 2150 нит, по моим замерам 1400 люксов. До этого я смотрел, у народа было 1300 люксов, но прошивка они убили мощность процессора, как я понимаю, со временем. Или, может быть, у меня экземпляр, то, что не рендер, а я его покупал, он чуть другой. То есть, проще говоря, у меня яркость выше, других глюков намного больше, плюс мощи меньше. На 100% экран выдает 750 люксов, что вполне достаточно. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, быстро, показатели шима выше 13% не поднимаются, если измерять радексом. Если измерять TNA, вы тоже видите, вот сейчас подробно вы смотрите все про шим. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, который расположен очень низко, даже ниже, чем у субфлагманов. Спасибо OnePlus. И сами рассказали, и сами сейчас запихиваете подешевле сканера отпечатков пальцев. Можно распознаванием лиц, но лицо только одно, и сканер отпечатков пальцев отрабатывает быстро у меня. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, притом один и тот же отпечаток завести нельзя. И плюс распознавание лица срабатывает стабильно хорошо. Процессор установлен новый, Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,8 ГГц. По моим ощущениям, был ими с новой прошивкой задушен. Для чего? Чтобы оптимизация у них подтянулась. Поэтому у меня нет там никаких 1 миллиона 200 тысяч, 300 тысяч баллов в Antutu. Зато графики все красивые у тротлинг тестов. Но не все. 3D Mark увидите, и позже мы еще к играм вернемся. Графический процессор Adreno 732, оперативная память LPDDR5X на 8, 12 или 16 гигабайт, внутренняя память UFS 4.0 на 128, 256 гигабайт и 512 гигабайт. На 128 вам будет мало, миллиард процентов просто. Система Oxygen OS 14 на базе Android 14 версии. Также модель использует нейросетевой интеллект Qualcomm AI Engine. По связи есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Я никакие вам поиски по интеллекту и все остальное с вырезками не показываю, потому что это стандартная ТЗ. Во-первых. Во-вторых, все эти программки с интеллектуальными штуками, если ты находишься не в США, допустим, у тех же пикселей, они либо ограничены чем-то, понятно, что это OnePlus, либо вы имеете аналог в браузере, либо еще других программках. То есть, проще говоря, ничего нового производитель не придумывает. Просто это еще один из способов продать. Для 4G все бенды на борту, но так дела обстоят в китайской версии и в европейской. Также есть версия для Индии. Отмечу, что конфигурация ОЗУ и ПЗУ также зависит от версии, поэтому перед покупкой советую обратить на это внимание обязательно, и на оперативку, и на внутреннюю память. Поддержки eSIM, разумеется, нет. Датчик приближения работает великолепно, он физически исправный, и никаких глюков, в отличие от всяких Xiaomi-шек, нет. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, это круто. Список кодеков просто шикарный. Nord 4 поддерживает NFC-модуль для бесконтактной оплаты, а также GPS-навигацию. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 4 метров, что стандартно для Qualcomm. Но GPS однодиапазонный, за что отдельный минус, конкретно в той модели, что я купил. Плюс в звонилке нет записи разговора без уведомления собеседника о начале записи, но на поласы, форумы читайте, это дело заводится. Я против таких заведений, если нет у тебя в прошивке этого дела. Лучше никуда не лезть, потому что каждый раз, когда ты что-то сомнительно устанавливаешь, оно вполне возможно может повлиять на твою безопасность. Но это мои фобии, проще говоря, можно завести сюда спокойно звонилку с записью без уведомления собеседника о начале записи. Емкость аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке Smart выдал 9 часов 46 минут, просто космос, Work Performance 15 тысяч, и он и правда живет долго. Smart поддерживает максимальную мощность зарядки до 100 Вт, производитель заявляет, что заряжается за 28 минут, по моим тестам он заряжался от 0 до сотки адаптера питания до 120 Вт, с родным кабелем у меня за 32 минуты. Иногда там за 30, но в основном за 31-32. Беспроводной зарядки не завезли, как и беспроводной реверсивной зарядки. За час просмотра роликов на YouTube уходит почему-то 5% заряда, то есть не меньше, но яркость он не сбрасывает, и это по Wi-Fi хочу отметить. В играх за час уходит в среднем 30%, но играть, мягко скажем, некомфортно. То есть во что бы я ни играл, у меня либо зависал телефон, либо тач работал так, как будто его до меня просто били чем-то. Если вы приборами пользовались, у которых есть проблемы с заземлением, вот примерно то же самое. И я кружочки записывал, как у меня и
и камера глючила, и как он в PUBG через 18 минут просто завис, и потом кадры были раз в минуту. Такого у меня давно не было, особенно с девайсом, который выбивает 1 миллион баллов в Antutu. Но, с другой стороны, когда мы переходим к тестам и видим, что тротлинг-тест все волшебно, 356 гипсов в среднем, 384 гипса минимум и 382 гипса максимум на 100 потоках при 60 минутах, вроде все хорошо. Но в Geekbench 6, в синглкоре, в мультикоре, что он выбивает, тоже неплохо. Когда мы видим 3D Mark, мы видим хаос. Несмотря на то, что они еще больше задушили процессор, я не понимаю, как у народа до того, как его задушили, были цифры лучше, но Valve Extreme Stress Test показывает устойчивость 59%. И, мягко скажем, это плохо. И вот посмотрите на результаты, они говорят о том, что смарту может быть в каких-то задачах нехорошо. Допустим, в съемке в 4К 60 FPS. Он у меня не вырубался, факт остается фактом. Storage тест показывает шикарные 158 тысяч, в Antutu он выбил всего 1 миллион 16 тысяч попугаев. Опять же, в моей минималке, поэтому, в принципе, неплохо. Результаты теста на стрессоустойчивость вы видите на экране. Переходим к камерам. Они здесь довольно простые. Сенсор основной Sony Lead 600 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 25 мм, апертура 1.8 и оптостабом. Какой был оптостаб, вы можете посмотреть в полноценном ролике. Я снимал Куала-Лумпур в Малайзии, и я не скажу, что он меня прям безумно порадовал, этот смарт. Максимальное разрешение для записи видео с основного сенсора 4К 60 FPS, также есть сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 112 градусов. Улучшенная стабилизация работает с разрешением 1080p 60 FPS и ниже. С фронта же установлен сенсор Samsung S5K3P9 на 16 мегапикселей с фиксированным фокусом с апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео фронтального сенсора 1080p 30 FPS. Я сравнил данную модель со смартфоном Xiaomi 14T. Фронтальный сенсор гораздо лучше у 14T. В сравнении основных сенсоров 14T также выигрывает. У OnePlus фризит видеосъемка, и притом часто. Разумеется, есть локации и сценарии, где Nord 4 выдал приятнее картинку, чем 14T, но из всего сравнения это пару моментов. Короткие примеры вы сейчас увидите. Кто бы мне сказал, что после Nord 2 его бомбезности, но потом убитой его стабилизации, Nord 4 будет сливать уже Xiaomi-шкам в те же деньги, да? Ну что, интересно, правда, Xiaomi 14T против Nord 4, притом отмечу, что Nord 4, как и Xiaomi 14T, на ультраширик переходить 4К 60 FPS не способен, что неудивительно. Вот так сможете снимать 4К 60 FPS. Многие очень просили меня максимально медленно вращать смартфонами. Ну, окей, какие-то моменты сравнений буду давать фору тем, у кого хуже ПО. Вот сейчас я вижу, что темные объекты лучше вытягивает Xiaomi, хотя, опять же, сенсор у 14T попроще, чем у 14T Pro, будем честны. И по зуму, давайте, максимальный зум X10 у Nord 4, X6 у Xiaomi не смотрибельно, у Nord 4 тоже не особо хорошо, ну вот, допустим, X6 оба. А по мне лучше несмотрибельно Xiaomi. Так, теперь два ультраширика, притом отмечу, что у Xiaomi ультраширик 4К 30 FPS, посмотрите, сколько он вытягивает, а у Nord 1080p. Ну, ультраширики ночью, в принципе, дело такое плохое. Ну и продолжение банкета. Фронталка 4К 30 FPS у Xiaomi и только 1080p 30 FPS у Nord. Притом отмечу, что опять же ценник на Xiaomi нужно будет смотреть после 17 числа. И на Nord у нас был полноценный практически часовой забег в Куала-Лумпуре. Чтобы посмотрели, как отрабатывает камера, достаточно посмотреть туда. В разных условиях обстановки, что фронталка, что основа. Здесь больше для сравнений. Так, ну что, основные модули. И повторяюсь, что на Nord было много контента уже. И самое важное, наверное, это сравнение всегда. По видеосъемке лучше, чем на YouTube, вы сравнения не увидите нигде. В остальных местах, к сожалению, качество шакалицы. Для того, чтобы понять, что оно шакалится, достаточно открыть это дело на телевизоре. И вот так вы примерно сможете видеть себя в зеркале в лифте. В лифтах практически все у меня съемки ведутся, поэтому сможете сравнить и с другими смартами при желании. То есть вот она, фронталка 4К 30 FPS у Xiaomi и 1080p 30 FPS у Nord. Почему? Потому что они стоят примерно одинаково все-таки.
Мне так кажется, что плюс-минус будет близкая ценник. Вот, насколько хорошо, решать вам. И повторяюсь, что практически все смартфоны были прогнаны таким образом. Так вот будет стандартно наш конь выглядеть 4К 60 FPS ночью на эти два смарта. По цветам, по работе со светом, я даже не знаю, по цветам надо будет смотреть уже потом. Потому что сейчас на телефоне я вижу одно, вы увидите другое. Скорее всего. На данный момент мне, наверное, по деталям больше нравится Nord. Но, опять же, это все может быть очень обманчиво. И немного ультраширика. Тоже самую малость. Прям вот. Да. Оба просто атас. Лучше не сравнивать. И фронталка 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. Рядом с конями. Все штатно. Все как обычно. С освещением позади. Вот так. Так, смотрите, я специально включил 4К 30 FPS на основные модули. И, ну, вы видите картинку. Возможно, кому-то она нравится. Но большинство, я думаю, что нравится не будет. Ультраширик можно включить только на Xiaomi 14T. Работа со светом у обоих ужасная. Так, сверхвстап на Норде включается только в 1080p 60 FPS, а HDR в 4К 30 FPS на Xiaomi 14T включается. И вот так днем, если вы будете сравнивать съемку, опять же, совсем чуть-чуть подсниму. Почему? Потому что на Nord часовой пример съемки в разных условиях по полной программе у меня был в канале для Польза Live, для подобных штук. И если говорить про Xiaomi 14T, я, кстати, смотрел даже в ритейле, его реально приобрести в те же деньги, что Nord 4. Так что уже даже до того, как старт продаж начался на Али, ценник, в принципе, плюс-минус прыгает адекватный где-то. Да, сенсор попроще, чем у Xiaomi 14T Pro и, как говорят, мусорное ПО для многих, но на вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Вот так сейчас мы подойдем к месту, где можно зумировать. И вот здесь проверим, насколько удобны эти колесики. X6 и X6. Разница, конечно, космос. X10. Да, по зуму мне кажется, что пиксель все-таки, точнее не пиксель, а Nord получше. Хотя шумов тоже у него космос. И опять же 1080p 30 FPS не особо актуально. В дневное время многим может и хватить. По динамическому диапазону Nord, конечно, хотя они с Xiaomi друг друга стоят. Что вам больше нравится по фронталке, Nord или Xiaomi? Ну и немного ультраширика, чтобы вы понимали, что в 1080p 30 FPS сильно хорошо не снимешь. Но они практически у всех, кроме топовых яблок с 48 мегапикселями, не являются образцом для подражания. Кстати, вопрос, видите, постановочное видео, постановочное фото, когда снимаешь что-то красивое, и ультраширик кажется не таким убогим, а он убогий. Максимальный зум на ультраширике отсутствует, вообще зум на ультраширике, окей. Так, ну и фронталка здесь убогая. В том же Realme 13 Pro Plus она 4К 30 FPS, но снимает она не лучше. Вот если вы будете себя снимать на эту фронталку, будет плюс-минус так, да, динамический диапазон ужасен, но, опять же, хуже, чем Realme 13 Pro Plus по камерам, которые продаются через постановочные фото для телевика. Я повторяюсь, вы, если будете делать постановочные фото, даже на тапик за $100,
с правильным светом и красивым местом, все у вас будет отлично. Начинаем прогонку Норда 4. Сегодня дождя нет, можете насладиться. Такая тоже интересная все время, вот эти электрички, погода в Азии. Что вроде бы дожди, указано там неделю дождей, но ты выходишь, и либо ты идешь под каким-то навесом во время дождя, либо дождь заканчивается. То есть здесь, допустим, я еще ни разу под дождь не попадал, и сегодня даже не брал зонт. Потому что постоянно есть либо навес перед автобусной станцией, либо автобус, в общем, везде. Бездомных много. Но говорю, что посмотрите, какие рядом здания. То есть такой вот шикарный кондик, и рядом поросшие деревцами четырехэтажные здания. Ну еще определенную местность. Выглядит, конечно, шикарно. Правда, странно, что никого нет в электричке. Может, я не туда еду? Есть ощущение, что я катаюсь как в Сингапуре по одним и тем же местам. Это из-за того, что огромные башни рядом. Ну, вот эти домики я уже видел вчера. Просто центр везде плюс-минус одинаковый. Вот видите эту шпиль? Смотришь на него с разных сторон и кажется, что ты все время в одном месте. Потому что он везде виден. Вот такой вот вход. Это на входе. Так, я так понимаю, что здесь есть бесплатный вариант прохода в эти пещеры и платный. Я пошел по платному, потом дойду до бесплатного. И вот так это все выглядит. Вообще я с опаской все время захожу в подобные штуки. Потому что, ну, вы сами прекрасно... Я видел сели в своей жизни на Даргавсе, когда две машины просто ушли в никуда. А здесь прям это все выглядит намного более опасно. Камушки камушками. Сегодня они вроде норм, а завтра они уже будут не норм. Вот туда диггеры всякие ползают. Я не понимаю людей, которые могут ползти туда и не боятся, что сдвинется что-то. Ну, здесь понятно. С другой стороны, вы хотя бы посмотрите, как все это дело будет выглядеть. Нет, здесь не пойду уже. Обратно пониже. Эхо. Вот он бизнес. Оборудовать внутри историю. И все, и продавать билетики. Кстати, билеты относительно не дешевые. То есть 15 их тубриков это примерно 500 рублей. О, вот это красиво выглядит, конечно. Очень. Некрасиво будет только когда или если это дело грохнется. Это бесполезный ультраширик ночью в 1080p 30 fps, чтобы понять всю глубину глубин. Очень высоко. Параллельно здесь храм. О, смотрите, сколько здесь обезьян. Но если вы смотрите этот ролик, значит, они у меня не стырили в итоге смартфон. Хотя их, конечно, здесь бешеное количество. И не совсем понимаю, no shoes. Не, наверное, туда можно не идти. Это индийский храм. В общем, здесь сооружений наделали просто бешеное количество. Разумеется, чтобы все это дело монетизировать. Но эта идея неплохая. Хотя база вот там, вот вы видите, там где ступенечки. А все остальное это не база. Batu Caves. No shoes. Угу. Снять кроссовки и забыть. Не-не-не. Спасибо. Я как-нибудь без храма обойдусь. Можно остаться и без кросс.
ввиду объемов представителей Индии. Ультраширик, чтобы понять всю глубину глубин. Всем любителей пеших прогулок посвящается, да? Наверное, сверху буду снимать, когда пойду. Здесь у нас громко не кричать, но не бегать и в юбках не ходить. В принципе, все. Погнали. Ха-ха-ха. И оттуда тоже может любая штука упасть. Вообще не люблю такие же. Вроде не экстрим, но технический экстрим. Потому что ты идешь и смотришь на большие камни, которые над тобой, сталактиты, правильно, свисают в ожидании, когда им захочется на тебя упасть. Живность, 4К 60 FPS. Привет. X2. Мне не кажется, что ему нравится, что его снимают. Ну что, плюсом в карму за то, что цену на воду не гнут. То есть на самом верху вода стоит 70 рублей. Я не знаю, где бы еще 70 она стоила. В Доминикане бы она стоила рублей 400. Хотя не факт. Может быть, там уже более все френдли. И вот так все это дело выглядит внутри. Притом бесплатно. То есть то, что я попер за 500 рублей какую-то сомнительную пещеру, это исключительно моя тутунга сработала. С другой стороны, я пещеру еще одну посмотрел. Здесь, конечно, выглядит все это супер эпично. Главное смотреть, что у тебя над головой, да? И фронталка в таком месте must have. Чтобы, да, ощутить всю глубину глубин и всю высоту высот. А зато не зря скатался. А мог бы попасть вот в этот дождь, который вы не видите. Или видите? О, видите X2. X1 тоже видно чуть-чуть. Это, кстати, конкретный облом, что с ультраширика ты не можешь вообще никуда переходить. И автофокуса тоже нет, получается. Или есть? Если он и есть, то я его найти не могу. Есть какой-то? Наверное, нету. Не вижу его. Это ультраширик, на который вы извините за мой язык, под вечер. Ну, в общем, печальный ультраширик. Всякие приколюхи. Ну, выбора мало. Во всяком случае, те магазины, в которых я хожу, не скажу, что там море. В 7-Eleven вообще все печально. В индийских магазинах тоже не волшебно. Молоко хорошее, кстати, мне понравилось. Обычно не пастеризованное. Ну, как говорится, главное не словить ничего в период поездки. Если не словил ничего, уже миссия выполнена. Потому что, как я в Японии двое суток лежал просто, это очень плохой вариант поездки. Здесь я завтра, если еще день отбегаю, то все, mission accomplished. Чему я, кстати, несказанно рад, то что вот сейчас я, во-первых, снимаю против солнца, туда и смотреть не особо приятно. Потому что из рук у меня в итоге аппарат не выскользнул ни разу. Хотя это было близко. Учитывая, что он в металле, я допускал, что все это может закончиться печально. Но этого не произошло. И ролик вы увидите не с разбитого Норда 4, а с нормального. Насчет всего остального, очень сильно впечатление испортил его тач, прям безумно. Я не знаю, как он будет у меня игры отрабатывать, но я прям уверен, что подобные глюки, они присущи всем. Хотя, опять же, уверен, вот в моем девайсе так. Вам что важно? Как в моем. Вашим все по-любому волшебно. А уж в девайсах, которые были на старте продаж, на обзорах, там по-любому все прям вау. Никаких проблем. А вот так примерно вы сможете снимать на это устройство с одной руки, плавненько, в идеальных условиях для освещения. Здесь сейчас не холодно, не жарко, солнышко не мешает. Ну что, последние метры. Не такая же громкая электричка, или я уже привык. Не такие уже заплесневелые здания.
с людьми внутри. А внутри, кстати, выглядит все очень даже неплохо. Как говорится, главное, как внутри, а не снаружи, правильно? И легкий дождик. Вот так. Скоро и закончится эпопея Норда. Во всяком случае, вы еще увидите на него обзор. И одним кадром, и обзор, сравнение с чем-нибудь там. Я попробую сравнить его с чем-нибудь за 30-ку. Разумеется, это не Realme 13 Pro Plus будет, потому что сравнивать что-то, что не способно вообще снимать видео. Я говорю, как продавать, ну как-то продают, вообще грамотно все это. Если посмотреть общее настроение от Realme, для общества так все сформировано, что прям вау, Realme такие молодцы. Вот смотрите, если остановиться, очень неплохая картинка, прям очень. Так вот, общество сформировано уже, которое требует телевики. Еще бы не забыли моделей и, в принципе, ну, постановочные же фото, окружение и все остальное, чтобы шло со смартфонами, и все. И профессию. X2 фотограф. Так, ну что, 4К 60 FPS, съемка с одной руки. По большому счету не поеду я с великого и ужасного с горы. Почему? Потому что не нравится мне, как снимают этот смартфон. Я думаю, вам тоже не особо нравится. 5 секунд. И все относительно. То есть, может, вам его и будет хватать, но, скорее всего, не особо. И сказать, что смарт плохо отрабатывает, да нет. Но, опять же, из вот этой когорты, которую я тестировал в том же Куала-Лумпуре, наверное, только Realme 13 Pro Plus хуже снимал. То есть, по мне. Опять же, там все было и дороже. Поэтому какие-то претензии особенные предъявлять не стоит. Но это с одной стороны. С другой стороны, хочется чего-то большего и лучшего. Сенсор-то скромный, но оптимизация, по идее, должна помогать. Другой вопрос, что здесь и мощности не совсем космические. В общем, вот так мы сможем снимать в движении на этот смарт. Разумеется, ни в коем случае не повторять то, что я делаю, но ультраширик 1080p 30 fps, рука так и тянется поставить 4К 30 fps или 1080p 60 fps, но нет, к сожалению. То есть, к сожалению, только 1080p 30 fps на ультраширик, и они, конечно, по мне не смотрибельны. Ну и драматичная фронталка. Почему драматичная? Потому что 1080p 30 fps это атовизм. Прошлый век, и вообще, что в смартфоне за такие деньги делает 1080p 30 fps на фронталке, хочется у OnePlus спросить, даже по низкому ценнику, а самый низкий я видел 32, но еще накидываем налог, все равно получается где-то 34. Стоит вопрос, там 13T ты можешь купить, до 30, много всего. И если говорить про камеры, наверное, надо смотреть в какую-то другую сторону. Pixel 7a, по-моему, до 30-ки. 8 вариантов. И вот фронталка, я не знаю, кто будет вам рассказывать, что, ну, опять же, кто-то рассказывает, что ничего не глючит. У меня и покупатели уже, те, кто купили этот смарт, писали в комментах, но у меня сейчас опять заглючила камера, то есть мне понадобилось кнопкой выключать экран и включать ее. Если вы хотите узнать, что еще мракобесно иногда работает, у меня iPhone 16 Pro Max вообще вырубился просто-напросто во время съемки, буквально позавчера. Но из андроидов вот так, чтобы прям лютейшим образом глючить, и на кружке я тоже записывал. Сейчас не стал записывать, потому что 4 часа утра. Я думаю, народ не будет рад смотреть это все. Саврикап. Вот. И ну, это мракобесие. То есть тач, что ли, ну, как мне говорят, программа, но мне кажется, это тач, потому что есть наверное, такое ощущение. В каком-то смысле Nord начинает уже пиксель напоминать.
по каким-то неспецифическим глюкам. Но если использовать просто нордовскую камеру, то есть ни с чем не сравнивать, вроде кажется и неплохо снимает, да? Даже в лифте, потому что опять же здесь теплый свет, освещение не предполагает вообще никаким образом, что ты себя будешь радовать. Но шумов, как вы видели, достаточно не только на белой рубашке, но и на теле. С фокусом не все волшебно. И X2, ну, ультраширик, разумеется, не перейти в 4К 60 FPS. Разочаровало чуть-чуть меня. Ну что, как вам подсъемы на Соньке? Или продолжать подсъемы на Яблоке? Напишите. Я, кстати, не шучу. Неинтересно. Это основа, разумеется, 4К 60 FPS, разумеется, опять же, злополучный лифт. И повторяюсь, что я, получается, сравниваю все-таки для вас два аппарата. Один от BBK, а второй от Xiaomi. И это конкурирующая тема. Вот. В одинаковой плюс-минус стоимости. Те и другие со всеми бендами, с русским и со всеми плюшками. И фотографии я тоже наделал, поэтому обязательно смотрите мою личную телегу на фронталку. С фронталки на основу не перейти, с ультраширика на основу не перейти, даже 1080p 30 fps. Ну и несмотря на то, что у меня анализ не Xiaomi, вот это Xiaomi фронталка, день, прям живая объемная фотография, очень похожа на то, что делает Huawei. Вот она фотография с Норда. Я очень советую вам не смотреть подобные примеры у меня во всяком случае, потому что это примерно как с качеством аудиозвука у колонок. То есть я четко понимаю, что у вас свой вкус и исходники фотографий. У меня в личной телеге, вот здесь у нас ультраширик отработал чуть-чуть лучше, опять же, не опять же, а у Норда. А по основному модулю все всегда будет классно, если у вас день. При том, что я скажу, что и по цветам плюс-минус одинаково, только, конечно, здесь, если смотреть на листочки, небо и земля. Это мое ощущение, это мои впечатления и моя оценка. Я мог бы сюда напихать вам фотографии с Норда красивых. Опять же, его надо сравнивать всегда с чем-то за те же деньги. И Xiaomi не лучший экземпляр. Делайте выводы, друзья. Вот Nord у нас фронталка, вот фронталка Xiaomi. И о чем это говорит фотография? Не о том, что Xiaomi плохо фотографирует, а о том, что если вы не проверили фото, то какая бы у вас ни была крутая фронталка, она может слить даже Норду. Почему? Потому что фокус Xiaomi взял непонятно куда. То есть, видите, лицо поплыло. И можно сказать, что у него там детализация лучше, цвет кожи лучше. Но по факту это неудачная фотография, ее можно выбрасывать. Здесь Nord сходу отработал. Если говорить про ночную съемку. Смотрите, ночь, фото, конь, стандартно. Все очень просто. И по деталям, и по работе со светом, мне кажется, однозначно Xiaomi отрабатывает фотографии лучше. Исходники есть у меня в личной телеге, смотрите. Все делаю в автомате. Понятно, что можно крутить экспозицию, можно крутить ISO, но вот такие моменты, работа со светом, яркий пример, как говорится, соляви. Если говорить про ночные фото, я думаю, не стоит, да, говорить, что вот это Xiaomi, а это не Xiaomi. Минусы: нет возможности расширить ПЗУ, нет мини-джека, космический ценник, нет зарядки. У меня проблемы с тачем, у меня подглючивание системы. У одного блогера были проблемы со связью, у меня их не было. Ну и все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Ну и резюмировать я бы хотел, как всегда, долго и мучительно. Смотрите, если брать автономность, он очень крут. А помимо PC-марка я тестирую иногда смартфоны съемкой. То есть он в 4К 60 FPS скидывал скрин файла в свою личную телегу, он снимал 5 часов 5 минут, но при этом он сбросил FPS до 54 кадров. Это, с одной стороны, круто, с другой стороны, не особо. Второй момент. Смотрите, сколько здесь недостатков, вот просто навскидку. Мало того, что здесь нет двухдиапазонного Wi-Fi, мало того, что ценник конский, учитывая, что у него нет никоим образом зарядника вместе с ним, а это все равно еще 3-5 тысяч рублей в зависимости от того, где вы будете покупать, потому что иначе у вас не будет этих 30 минут. У него нет защиты от влаги,
влаги адекватной. IP65 я не стал его топить. Да, можно и на него побрызгать водичкой и рассказать вам, что все хорошо. Но вот у меня Vivo X100S, это тот же концерн BBK, после чего я иногда топлю смарта, иногда нет. IP69K, и он у меня утонул. Здесь у нас механический переключатель. Не путайте Nord 4 с субфлагманами. Это не субфлагман. Не путайте его, пожалуйста, с устройствами, как Xiaomi 14T или китайский GT6. И что мы имеем в сухом остатке? Вот смотрите. У меня сенсор у экрана работал плохо, откровенно. По поводу фоток, фотки крутые. Но защиты от влаги топовой нет. Беспроводной зарядки здесь нет. Карты памяти, понятно, скажете, с мини-джеком это атовизм, но окей, их же тоже нет. В играх он зависает. У меня вон в PUBG New State я тоже в личной телеге скидывал. Он просто завис. У меня давно так смартфоны просто не зависали. В Antutu он балл скидывает после того, как его обновляют, то есть душат процессор. Почему? Потому что, наверное, не могут оптимизировать. По съемке он сливает конкурентам от Xiaomi-шек. Понятно, что у них есть свои минусы, и на них будут свои обзоры. Но вот сегодня, вот в эти деньги, когда он стоил на Алихе 31 600, я бы мог его советовать вам купить. Почему? Потому что это металл, потому что металлический переключатель. Но здесь у меня и тач глючит, и с камерой какая-то проблема была, когда он на галерее зависала. И да, это бывает у айфона, но это должно нивелироваться ценником. Нивелироваться. То есть, если я выбираю Палас, который я очень люблю, я должен выбрать его по какой причине? По той причине, что здесь металл, ну круто. А без чехла я его буду носить? Да ладно, вот из-за этой глянцевой поверхности, обратите на нее внимание. Я понимаю, что как бы у всех обзоры не то чтобы лояльные, а не про практику. Но вот у меня даже под съем, я специально ее супер не протирал. Я ее протирал чуть-чуть. Почему? Потому что, прикиньте, вы будете ходить вот с этим делом, то же самое, как у меня претензии к Realme GT6T, вот в этим всем глянцевым устройствам. Этот еще более глянцевый. Использовать его как зеркальце, ну круто. Основная аудитория, которая покупает OnePlus, это мужчины. Свет, мой зеркальце, скажи, ну серьезно. С дизайном, вот если бы монолит был такой сюда, было бы намного круче. Опять же, это мой взгляд. Повторяюсь, 31 штука, вау, цвет, блеск, красота. Повторяюсь, смотрите в телеге скидок, моей или еще чьей-то. Входите, вбиваете название устройства и смотрите. Да, прыгает курс, да, еще что-то. Но к этой 31 штуке вам нужно будет стабильно прикидывать еще трешку. И хотя Xiaomi и Realme имеют свои минусы, они хотя бы с зарядками идут. А зарядка это не $10. И кабель зарядный не 10. То есть вам все равно надо будет где-то это докупать. По оболочке у меня претензии. То есть у меня есть подвисание. LTPO экрана нет, защиты от влаги нет, беспроводной зарядки нет, реверсивной, разумеется, тоже нет, обходной нету. И все из бенда. Короче, чего-то они перемудрили. Я понимаю, что обертка хорошая, и если посмотреть YouTube, вау, металл, ну, есть легкие недостатки. Нет, недостатков вообще не шутя. Куда ни ткни, везде какой-то недостаток. В принципе, все. Кому нужно в долларах, где-то $330 можно брать. Насколько долго у вас 1 000 000 баллов в Antutu прослужит? Комфортно. Вот тоже говорить про поддержку 4-6 лет. Это не флагман. Будет тяжело проходить 4 года. Мое субъективное мнение. Возможно, вы проходите. Так что девайс от меня однозначно да. Надеюсь, вам подход мой понравился. Прожаривать его или нет на стриме напишите. После 3 прогонов в Antutu, к слову, яркость он у меня не сбросил, когда я сам его тестировал. Но в играх он у меня зависал и не в одной. И вот эти вот все а-ля у него небольшой сброс FPS. Нет, мы все прекрасно знаем, что когда я начинаю прожарку, как-то все эти супер рассказы про то, какой крутой аппарат, ну, у меня оказывается, наверное, постоянно брак. Но в режиме реального времени, когда ты его тестируешь, все очень сильно отличается от того, как это в рекламе. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Кто хочет помочь, подпишитесь на ТГ скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И пишите, прожарку делать или нет.